Здравствуйте, наши уважаемые зрители программы «Точки кипения». К сожалению, мой постоянный собеседник Ильмар Гусейнов чуть-чуть прихворнул. Пожелаем Ильмару здоровья. Но Мурат Устаров, наш молодой ведущий, заменяет сегодня Ильмара. Ну, а я всегда в строю, и «Точка кипения» продолжает кипеть. Мы продолжаем наши разговоры о важном, о современном, о прошлом. И, пожалуйста, Мурат, какую тему мы сегодня обсудим? Тема сегодня обсуждаемая и актуальная, которая абсолютно пестрит во всех мировых СМИ. Это тема, связанная с редкоземельными металлами. Вообще, что это за редкоземельные металлы, о которых говорят? И почему о них сейчас такой шум идет Вот вокруг именно. них? Там Трамп, Вот именно. Зеленский, даже Владимир Ильич Путин, да, об этом Особенно на сказал. фоне переговорных процессов, которые сейчас наметились между Россией и Соединенными Штатами. Тема, да, действительно, с момента вступления Дональда Трампа активно обсуждается самим президентом, и не только самим руководителем США, но и его приближенными. И Илон Маск об этом постоянно говорит. Вот что это за такие редкоземельные металлы, которые так очень сильно хочет видеть в своих руках Дональд Трамп? Ну, смотри, Мурат, вот ты же не химик, правда? Нет. И я не химик тоже. Поэтому мы не будем обсуждать это с точки зрения редкоземельной таблицы какой-то или таблицы Менделеева. Да? Мне и в школе-то это давалось с трудом. Я на 4 химию вытащил только чудом, когда она перешла уже от неорганической к органической химии в последнем классе. Я вообще был троечником по химии, Да. хотя... Поэтому не ждут от нас, чтобы мы сейчас рассказали, там, чем тантал, палладий там, отличается от каких-то еще металлов. Ну, Мы чем они важны-то? расскажем, какое значение Да. этот концепт имеет в мировой политической парадигме, в политэкономической парадигме. Это наша. Почему это точка кипения? Почему вокруг этого кипит все? Трамп там говорит, там, триллион у тебя стоит. Зеленский говорит, нет, 100 миллиардов. Путин тоже говорит, а я тоже, у нас тоже вот есть редкоземельные металлы, мы Уже тоже даже хотим. на этом фоне пошли Да, там, мемы это и шутки. почему, как что? Шутки, потому что пытаются от нас что-то скрыть. Что от нас пытаются скрыть? Я считаю, что происходит то, о чем говорили умные люди неоднократно. Вот Андрей Петрович Девятов постоянно об этом говорит на своем великом языке небополитики. Да, там Сергей Глазьев, другие разные мыслители, философы, экономисты говорили, что происходит смена финансовой, основания той финансовой пирамиды мировой, которая состоит из доллара. Доллар никто менять не собирается. То, что Михаил Леонидович Хазин постоянно предвещал доллару крушение, падение, интуитивно он был прав. Но менять доллар, отказываться от доллара никто не будет. Трамп как раз пришел для того, чтобы утвердить доллар как единственное, просто что будет в основании доллара. В основании доллара после Второй мировой войны стала нефть. Когда Ближний Восток перешел от Британской империи, перешел, значит, фактически под контроль Соединенных Штатов Америки, и мировые рынки, Саудовская Аравия, там, Эмираты стали фундаментальными такими вещами. В 50-60-е годы газ, энергоресурсы, да? И нефть определяла стоимость долларов, даже Бреттон-Вудские соглашения были, которые зафиксировали, что доллар привязан к нефти. Что было до этого? До этого было золото. Золото было эквивалентом универсальным для всех мировых валют. Фунты, стерлингов, там, не знаю, марки, там, динара, что там было в мире, золото. Издревле так было, с незапамятных времен, со времен Вавилона, когда вавилонские жрецы когда-то сказали, вот это вот бессмысленный металл, которым, ну, убить, наверное, можно чем угодно, убить, наверное, можно даже деревянной табакеркой человека, да. Но вот металл, золото, что из него сделаешь? Да ничего из него не сделаешь в старом мире. Это сейчас мы уже знаем, что там можно клеммы паять, там, какие-то золотые, да, там, что они не окисляются. А тогда золото, это золото, это слезы солнца, это одеяние Иштар, Вавилон. Вот Иштар сходила в ад, ну, одна из версий, там много разных легенд, плача по возлюбленному Гильгамешу, да, например, да, царю Урука, и на каждом одеянии неумолимой стражи требовали, чтобы она разоблачалась. И она снимала свое одеяние. Эти одеяния, они стали золотом. Это одеяние Иштар золота. Вавилонские жрецы когда-то сказали, вот эта вот желтая фиговина,
из которой можно там что-то сделать, она имеет вот такое сакральное значение. И золото универсально, оно имеет отношение к великой традиции, идущей с незапамятных времен, потому что золото имело большое значение и для американских империй, ацтеков и майя. А это для них был не бросовый материал, это украшение. Но не просто украшение там жрецов или женщин, сакральная вещь. К золоту привязали мировую экономику. Так было издревле. Все измерялось золото, в золотых монетах, да, в цехинах. А Вторая мировая война в корне изменила, она разрушила старый мир. Старый мир, Европа, которая концентрировала на себе власть Запада, власть традиционных элит, в ходе 2 мировых войн и революции была уничтожена, просто сокрушена, сломана. И Америка сказала, золото больше не имеет значения такого. Да, оно остается, но главное вот привязываем к нефти. Нефть. Нефть это то, что главное. И очень долго в основе доллара, в основе мировой экономики была нефть. Нефть это очень серьезная вещь. Сколько она стоит, нефть? Да, говорят, рынок там. Да никакой не рынок. Это все чушь полная. Вот какую цену назначить те, кто контролирует ее прямо как... те как бы могут уничтожить целое государство. Вот Советский Союз тому примером. Вот захотели они, сказали саудовским принцам, с которыми сейчас так все дружат, перед которыми заискивают, давайте-ка увеличите добычу нефти. И нефти резко упала цена, и Советский Союз, экономика которого была привязана с брежневских времен, да, к нефти рухнула. Не война была неэффективна, были там варианты тоже сократить войну, но нас втянули в Афганистан, там гонка вооружений и все такое прочее. Рухнула нефть, потом раз сократили саудовцы добычу, раз цены поднялись опять, там все стало дорогим. А сейчас нефть стала основой глобализма, глобальной финансовой спекулятивной вот этой вот экономики. Цена сейчас не воспринимается как в эпоху там, Маркса, как эквивалент труда, плюс там прибавочная стоимость, плюс затраты на производство. Цена, вот какую скажет там биржевой маклер, биржевой делец, спекулянт, мошенник чистый, вот такая цена там. Скажет $100, будет $100, скажет $1, будет $1. И ты что, воевать должен? Да, в принципе, только война это может его власть поменять. Но опыт где? уже есть. Он неуловим, этот маклер, неуловим. И для того, чтобы нанести удар по глобализму, который вот это все выстроил, эту огромную пирамиду, Трамп, который является таким одним из фронтменов системного революции в мире глобального капитализма, такой революция, наносящая удар по старой вот этой системе нефтедолларовой, возникла тема, а к чему привязать новый доллар, к чему его привязать? Что в основании положить? Всей этой новой пирамиды, которую надо на место этой построить. Золото? Золото это собственность традиционалистского клуба. Куда ни крути, золото, его цену, его стоимость, если ты пройдешь до конца по всей этой цепочке смысловой, определяют клерикалы. Папы римские всякие там, попы, жрецы, там всякие там устазы глубокие и все такое прочее. Они определяют вот цена золота, говорят, что золото это так, это реальность, это вот реально. А что делать так, чтобы это определяли не они, а кто? Ну, допустим, новые капиталисты, новая какая-то каста капиталистов, рвущиеся, чтобы создать свой мировой порядок. Неокапитализм. Да, неокапитализм. Нам говорят, что это переход в новый уклад технологический, к искусственному интеллекту и информационной экономике. Это имеет отношение к этому. Они говорят, редкоземельные металлы. У тебя сразу начинает выстраиваться миф. Энергия – это будущее. Это токамаки всякие, это значит водородные, там всякий синтез, там редкоземельный металл. Дальше супер-гиперкомпьютеры, правильно? Да. Или компьютерные технологии, связанные с искусственным интеллектом. Вот квантовые компьютеры, то ли это, мне говорят специалисты математики, это разводка. Другие говорят, нет, это не разводка, это реально будущее, там эти самые квантовый компьютер, да, который там в миллиарды раз быстрее любого современного вот этого компьютера, где логика построена либо ноль, либо единица, да, не будем туда углубляться.
Там редкоземельные металлы. Про это никто вообще ничего не знает. Хотя вот про золото у нас уже есть какой-то устойчивый миф. Ну, золото, это золото. Там Форт Нокс, китайский запас. У нас там Бодайбо какой-нибудь там, понимаете, или колымское золото там. Ну там нефть. Нефть, это понятно, машины ездят, нефть. Хотя вот уже многие машины на нефти не ездят. Вот есть там, допустим, Тесла Илона Маска, она не ездит на нефть. Электромобили. А в ней, кстати, редкоземельные металлы. Но это тоже мифология, потому что мы не знаем, сколько они стоят. Дорого они стоят или дешево они стоят. Никто этого не знает. Это не определяется трудом рабочих, это не определяется ничем, кроме спекулятивных цен на формирование вот этого всего рынка. Короче, они хотят положить в основание, это группа, которая бросает вызов глобализму, в основание новой долларовой системы редкоземельные металлы. Поэтому, Зеленский, который находится под покровительством старой системы, имеющей отношение к Британии, где нефть там и так далее, еще вот это все, вот эта вот старая система глобалистская, он говорит 100 миллиардов. А Трамп говорит, нет, не 100, триллион. А завтра Трамп скажет 3 триллиона. У вас запасов в Украине. Вам сейчас формируется, сколько долларов можно обеспечить, если только одна Украина якобы обеспечивает на триллион. Трамп на наших глазах стал надувать финансовый пузырь просто мировой, понимаете? Новый доллар. Доллар теперь будет привязан к редкоземельным металлам. А все остальное, там искусственный интеллект, новые компьютеры, Теслы, Фигеслы, там электронные машины всякие, это все сказки. Это все пиар в обеспечении, но пузырь, главный пузырь. И кто сейчас вложится в это, что так все побежали сразу там, у меня редкоземельные металлы, у меня. Американцы говорят, ну, во-первых, там, где редкоземельные металлы, это будет американская собственность. Ну, это, естественно, уже доллар, это Федеральная резервная система. В основании его лежало когда-то золото, там, говорят, скидывались. А теперь редкоземельными металлами. Они хотят изменить ФРС. Но доллар никто отменять не собирается. Просто он будет перепривязан к этим редкоземельным металлам. Это станет основой нового технологического цикла, новой экономики. Я это так вижу. Это очень серьезные события, на самом деле. Которые реально, я не думаю, что старая система так легко это сдастся. Их никто не приглашает. Они вот пытаются зайти там. И говорят, 100 миллиардов понижают стоимость. Триллион, говорит Трамп. А Эрдоган не говорит ни 100 миллиардов, ни триллиона, а просто приходит к Зеленскому и с ним по Украине беседует, чтобы участвовать там, в том вот моменте, где это начнется, там по Думанью, где-то с хасидами же недаром встречались. Там Умань это священная Мекка такая для хасидов, да, там святых похоронен. Значит, вот там Украина, там центр начала новой стоимости. Определяется смысл вообще всего происходящего. Смысл это не в криках политологов и это самое, а смысл всегда в эпоху капитализма в деньгах. Перебить старое, создать новое. И закрепить это новое как эквивалент жизни. Вот кто вложится в эквивалент этого нового, тот и будет в будущем господствовать. Другой вопрос, что кто им позволит это сделать без войны. Для того, чтобы восторжествовала Федеральная резервная система, которая была создана в начале 20 века, потребовалось 2 мировые войны. И весь 20 век это господство ФРС. Говорят, даже есть легенда, что русский царь вложился, Николай II, в Федеральную систему с золотом царской семьи. Это вот заканчивается эпоха, потому что это превратилось в глобальную финансовую систему. Новый ФРС, основанный на Танцале, никому неизвестных, никому непонятных. И кто тебе объяснит этот квантовый компьютер? Вот наберите в интернете квантовый компьютер. Вы подумаете, как интересно, как мудрено. А математик придет и скажет, да, это ерунда, разводка, это гипотеза просто на самом деле. Ну как, это же сам там феймановские лекции по физике, я помню, читал, у меня дедушка был физик там, говорит, феймановские лекции по физике. Это же интереснейшая книга, в детстве мы читали, вот наше поколение, по крайней мере, ну правда, гениальный был совершенно, он рассказывал там про это, про все. Он, квантовый компьютер, сказал, что это возможно, когда не ноль, не единица, а как бы переходные состояния, не ноль, не единица, а что-то, как возможность, да. Кубит это называется у них, вот у нас бит сейчас, да, а там кубит, он как шар такой.
А вам скажут, да это фантазии, выдумки. Никто ничего не поймет на самом деле. А когда никто ничего не понимает, как золотом, который столетиями, тысячелетиями господствовал над человечеством, это идеальный вариант. Когда все понимают, ты на этом не построишь финансовую пирамиду. На понимании. А вот на непонимании, на вере во что-то, это тантал, палладий, там, какой-нибудь, это так вообще круто. Это вообще там, это лежит в основе постиндустриального, там, искусственный интеллект. Это же вообще там что-то, что изменит наше, ну все абсолютно. Никто ничего не понимает на самом деле, правда? Да. Ну, значит, идеально для того, чтобы заниматься финансовой спекуляцией, разводить лохов, это самое идеальное. А так как человечество, оно и есть таково, значит, по сути, да, то так и будет. И причем получается так, что все снова сосредотачивается именно на территории Восточной Европы. Как было в годы Первой мировой войны, годы Второй мировой войны. Ну, потому вот что так это и сейчас. территория спорная. Это территория, которая не имеет равную субъектность однозначно. Поэтому англичане выстраивают свою квази-империю, Скандинавия, Балтия, Польша, Украина, Турция, туда, значит, идущие в Малую Азию. Американцы фиксируют через право собственности, это наша будет земля, где будут наши редкоземельные металлы. Россия силой оружия решает эти Китай? вопросы. Китай, ему все равно. Китай, он опирается на 1,5 миллиарда, конкурирует с Индией. Его Индия больше беспокоит, чем это все. Китай знает, что к нему все равно придут с выгодными финансовыми предложениями. И Трамп уже говорит, я заключу с Китаем новую торговую сделку. Китай лишен экспансионистского, империалистического вот этого измерения. Это чисто западное измерение. Китай не... У них другое. Они подавляют народы через... и ассимилируют их там, через уйгуров, например, там, других манжуров вообще там не осталось, через цивилизационные факторы, вертикальные между небом и землей, горизонтальное распространение, захват там, территорий, полезных ископаемых, это западная чистая вещь. Китайцы, у них этого нету ни в сознании, ни в политике. Они центр мира, они не нуждаются в захвате. Они знают, что варвары, которые о себе возомнили, все равно придут к Поднебесной, к центру мира, для того, чтобы... Но мы-то монотеисты, мы вообще по-другому все это видим. Мы видим, что все происходит по воле Всевышнего, который уже знает все возможности, все времена. Нам надо просто принимать правильные решения, когда нам, как вы, мусульмане, говорите, дают причины. Правда? Брать причины правильно. Вот я думаю, что... Вот в этом измерении человеческом мы и останемся в завершении этого эфира. Большое спасибо вам, Максим Леонардович, за столь интересный рассказ. Я же с вами прощаюсь, дорогие зрители. До новых встреч. До свидания. До свидания.